Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. И сегодня у меня видео о косметических пустых баночках. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. Будет немножко и бытовой химии, ну, самую малость. Закончился у меня из магазина Fix Price гель-очиститель ржавчины Санита. Ну, в новой упаковке. Здесь объем 500 грамм. Мне нравится этот гель, и в старой, и в новой версии хорошо очищает. Я, в принципе, у меня как таковой там ржавчины не бывает. Я использую просто для туалета. Вот действительно у меня это средство именно для туалета идет. Мне нравится. Потому что раньше я брала для туалета от Faberlic средства, но как бы я поняла, что одно, что другое. У меня просто нет каких-то глобальных загрязнений, но у меня один раз по непонятной причине был засор впервые в жизни в туалете, и когда все это прочищали, мне немножко повредили покрытие на унитазе, там буквально в одном месте чуть-чуть, и как бы сильно там незаметно вот какая-то, допустим, грязь, да, то есть от воды, допустим, еще что-то. Но я, когда мою при определенном, там, знаете, как свет падает, я вижу. И средство от Faberlic с этим не справлялось. Вот. Ну, а вот Санита справляется, например. Поэтому я еще там что-то пробовала. Короче, мне нравится, буду продолжать брать. А из Ашана средство от марки «Каждый день», да, оно тоже, как и это, не пахнет ни хлором, ни чем таким. Но оно вообще никакое. Хотя, казалось бы, если на унитазе, как у меня, каких-то загрязнений нет, то какая разница? Ну, не знаю, я хоть и люблю сэкономить, но... А то средство стоит 37 рублей, но меня что-то оно совсем не радует. Так что вот это вот могу советовать. Но я знаю, что и другим нравится. Далее у меня крем и абрикос, гель уход для душа от Nivea. Здесь объем 250 мл. Покупала в Магнит Косметик. Я практически, у меня за даром досталось, то что у меня был сертификат на 500 рублей. Ну и там я чуть-чуть побольше, на большую сумму выбрала, поэтому доплачивала. Ну, там буквально какие-то копейки. Был этот гель, к тому же он был по скидке. Ну, вы знаете, из баночки мне очень понравилось, реально 100% абрикосы. Но как только я вот это средство соприкасается с водой, какая-то кислятина, какая-то просто мерзость, отвратный запах. Я решила, что буду им пользоваться как жидким мылом, но потом я все-таки решила еще раз попробовать его как гель. И вы знаете, что я обнаружила? Когда моешься именно горячей водой, возникает вот этот запах кислятины. Если вода прохладная, то все нормально. Но я считаю, что это все равно не есть хорошо, поэтому не знаю, как бы насчет советовать, но сама, скорее всего, покупать не буду. Опять же, да, если возьму еще какой-то сертификат подобный и ничего не смогу другого найти, то, наверное, да, тогда что-то подобное попробую еще, там, может быть, другой какой-то аромат, но в целом, вот, вообще я просто продукцию Nivea очень люблю, она хорошая, но не знаю, вот что-то с этим гелем у меня не заладилось. Хотя вот сейчас вот так открываю упаковку, просто восхитительно пахнет. Вот как-то так. Я пустышки, получается, что-то давненько не снимала, поэтому в этот раз показываю аж две краски для волос от Faberlic Expert. Ну, как вы знаете, всегда у меня один и тот же оттенок 7,4. Пользуюсь давно, мне нравится, что он равномерно смывается с волос, поскольку равномерно, не приходится часто окрашивать. Я окрашиваю волосы один раз в 2 месяца. Ну, правда, тут получилось у меня чаще, потому что я красилась, ну, как бы по плану, по сути дела, в мае. И должна была покраситься в июле. Но поскольку я перед поездкой в Питер красилась, и через месяц мне нужно было снова ехать в Питер, поэтому, ну, как-то так. Покрасилась второй раз. Тем более, что корни-то уже отросли. Далее у меня вот такой вот
тональный крем с лецитином от фабрики Свобода, Балет. Хороший, сам по себе хороший крем. Но вот этот вот с розовым подтоном, а первый я брала с желтоватым подтоном, кожа у меня именно с желтоватым подтоном. И тот мне подходит больше, но с этим тоже никаких, в общем-то, проблем нет. Единственное, что у того, по-моему, был какой-то косметический запах, а у этого именно вот там лецитин или еще что-то подобное. Для меня нормально. Тем более, что это и для кожи хорошо, и выветривается он, то есть мгновенно. То есть ощущаешь его, пока на кожу наносишь, а потом все это, как бы, запах исчезает. Но в следующий раз я постараюсь купить, конечно, желтоватым подтоном, но там есть еще Балет 2000. Я его, ну, в новой этой версии не брала, брала много лет назад когда-то. Вот, сейчас в Ашане вот этот и Балет 2000. Ну, если на тот момент, когда у меня крем закончится, если выбора не будет, возьму этот, но лучше. Второй вариант. Закончился у меня тоник для лица «Родниковая вода» от особой серии. Я уже очень давно его покупаю. Здесь объем 260 мл, стоил недорого в Ашане, 89 рублей. Хорошее качество, хорошо ухаживает за кожей, но вот единственная проблемка такая возникла, что сейчас его в Ашане в принципе нет. Конечно, можно, я думаю, найти, где-то заморочиться, но несмотря на то, что я этот тоник очень нежно люблю, заморачиваться я не буду и вообще просто обойдусь в уходе без какого-либо тоника. Тем более, что я не хочу, честно говоря, поддерживать вот эту вот позицию, что в связи с этими событиями наши производители просто обнаглели. И, например, вот этой особой серии я люблю пользоваться пенкой для умывания мятной. Тоже у меня еще большие запасы, продолжу пользоваться. Пенка стоила где-то 60 с чем-то рублей, ну 70-80. Вот. Качество хорошее, но чудесное средство не делает, просто, да, хорошо очищает кожу, хорошо справляется со своей задачей. Сейчас как бы в Ашане с мятой нету, появился новый аромат, манго, там еще что-то. И стоит 100 с лишним рублей, почти под 200. Слушайте, ну, конечно, средство хорошее, но оно не может столько стоить. Но у нас решили, что раз какие-то производители уходят, то как бы вот. Для меня, в принципе, особая серия так же любима, как и Новосвет, но у них всегда была разная ценовая категория, а сейчас почему-то стала одна. Ну, знаете, когда у меня закончатся пенки для умывания, если это безобразие не прекратится и наши производители не умерят свои аппетиты, я буду просто варить мыло сама, например, дегтярное. Вот у меня такая позиция. Далее, для дома закончился чистин для мытья полов. Конечно, ценник сейчас опять же вырос, 1000 грамм объем, но пока еще покупать можно. Буду покупать. Это с ароматом розы. Я уже говорила, что аромат шикарный. Я бы не отказалась от духов с таким ароматом, потому как ни разу не пахнет как бытовая химия. Разводов не оставляет. У меня линолеум под дерево такой темный, вот, собственно, даже темнее, чем здесь. И действительно идеально все очищает, никаких разводов нет, поэтому тоже могу советовать. Со временем это средство стало чуть-чуть более жидкое, но все же не как вода, и оно экономично. Вот. Но и вообще, как бы в бутылочке кажется сначала, что оно жидкое, а когда выливаешь, оно более такое желеобразное, особенно раньше было. Хватает, в принципе, мне надолго. Еще у меня закончились универсальные влажные салфетки, 80 штук. Я, правда, не знаю, из какого они магазина. Это покупала моя подружка, соседка. Она выгуливала ушастика и вот для таких целей использовала. Ну, в общем, не знаю, салфетки нормальные, с клапаном. Потом я их еще использовала. Нареканий никаких нет. Далее я покупала консилер. Так,
от Финель. Такой вот в Ашане, 128 рублей стоит. Марка Финель хорошая. Маме нравилась подводка, мне нравится до сих пор пудра, хотя пудрой я сейчас пользуюсь крайне редко. Ну и решила взять вот такой вот консилер. Ну, в основном я читала отзывы, пишут, что он хорош как вот точечный, знаете, всякие прыщички корректировать и так далее. Но у меня кожа светлая, и я выбрала, там не было же тестеров, хотя обычно бывает, я выбрала Light. Наверное, надо было что-то другое, потому что сейчас кожа такая подзагорелая и, конечно же, не очень подходит для этих целей. Кто-то писал, кстати, что там под глаза, например, что-то корректировать он не подходит, он забивается вот в эти мелкие морщинки. Но вот здесь я, пожалуй, не соглашусь, по крайней мере, в моем случае. Но смотрите, у меня кожа не сухая, не жирная, она как бы нормальная. А морщинки, да, под глазами какие-то есть, да, небольшие, но они имеются. И карандаш, как мне показалось, суховат. И я думала, ну, действительно, значит, люди правы, будет точно забиваться туда. Но я попробовала, в моем случае ничего такого не было. Поэтому я его даже для этих целей сейчас активно использую. А как корректор для прыщиков я все-таки использую еще от Essence. Корректор такой в стике, ну, как помада. Ну, в целом, мое мнение вроде бы неплохо, под глаза так точно. Ну, а как он будет для коррекции прыщиков, это, наверное, нужно будет судить уже зимой, когда кожа станет снова очень-очень светлой. Также мне моя подруга Аня дарила от Медформула крем-маску для лица с грязью Сакского озера. Эффективное питание с экстрактом лаванды для сухой кожи. Это производитель мануфактура Дом природы, Крым, все такое. Ну, честно скажу, я к белорусской косметике отношусь плохо, и вот это все крымское, вот это мне все это не очень. Но здесь мне было интересно попробовать. Здесь 30 грамм. Ну, лавандой не пахнет, вообще запах, кстати, не очень приятный. Как воздействует на кожу, честно говоря, не очень поняла. Хватило надолго. Я не экономила, но просто реально 30 грамм это очень много. Последний раз я использовала и на лицо, и на шею, и на декольте. Ну, в общем, не знаю, я, наверное, не могла бы посоветовать, потому что вообще не поняла, как оно действует. Вот, но в любом случае за подарок спасибо, потому что мне очень нравится пробовать все новое, тестировать. 2 раза покупала вот такие бумажные салфетки в Верном, правда, первый раз, ну, с разницей в 2 недели. Первый раз они прям стоили меньше 20 рублей, второй раз больше 20 рублей. Ну, в общем, в целом салфетки нормальные, но ценник что-то вообще уже непонятный. Кстати говоря, да, вот и пенка для умывания. Ух ты, а там еще что-то осталось, по-моему, по стенкам. Ну ладно. В общем, вы знаете, я очень люблю особую серию, и в том числе вот эту пенку мятный мусс. Я ее использовала в чистом виде, а сейчас еще разбавляю с водой и использую дозатор, который образует пенку. Так вообще суперски, мне очень нравится. И аромат приятный, и кожу очищает хорошо. Возможно, для какой-то сухой кожи не подойдет, а так вообще супер средство. Ну вот сейчас вижу с манго, но ценник что-то меня не радует. Нет, на самом деле можно будет взять, потому что и в этом виде хватает надолго. Если использовать дозатор, который образует пенку, хватит еще на дольше. Ну вот что-то вот как-то так. Далее выбрасываю, ну, закончился, по сути дела, от фабрики Свобода крем для бритья яблоневый цвет с экстрактом зверобоя. Я его использую в качестве умывалки, как и многие раньше. В общем-то, хорошие косметологи вообще считают и рекомендуют пользоваться кремом для бритья в качестве умывания. Кожа становится значительно лучше, потому что вообще мужская кожа, она, как ни странно, нежнее, чем женская, и косметика для мужчин гораздо лучшего качества. Почему я купила данный продукт?
Потому что я помню, был такой у меня в детстве. Ну, не у меня, а у папы или у дедушки, я не знаю. А мне очень нравится аромат. Действительно пахнет яблочком, очень классно. Единственное, что, конечно, раньше он был бюджетный, сейчас он как-то стал дороговато стоить, но понимаете, какая штука? Стоит он дороговато для такого объема, но упаковку-то они забыли сменить. Мне кажется, что ценник должен быть в такой упаковке мегабюджетным, потому что это металлизированная советская туба. И здесь продукта осталось довольно много. Я совершила ошибку, что сразу не выдавила это куда-нибудь, и в итоге вся эта туба потрескалась, все отовсюду вылезает, а выдавить практически невозможно. Еще и крышка потрескалась. Кожу очищает до скрипа. Хватает буквально немножко для обильного пенообразования. Аромат, повторюсь, шикарный. Кожа просто после супер. Наверное, буду еще, может быть, повторять. Может быть, один раз, но куда-то это все перелью. Как я делаю с кремом от фабрики Свобода Карина. Закончился тонер у меня от Novasweet с муцином улитки. Это был еще из старых запасов по 95 рублей, но я недавно купила за 106 рублей. Нашла все-таки в одной из аптек. Но без этого тонера я не могу, потому что у меня пигментация на лице, и с этим тонером она со временем исчезает, и пока я пользуюсь, она не появляется. Если прекратить пользоваться, вот я этот специально так замедлила, помню, использование, на месяц накопительного эффекта хватило, но потом пигментация вернулась снова под глазами и так далее. Вот. Поэтому от этого тонера я не откажусь, он мне жизненно необходим. Также вот из моих запасов, так сказать, последняя, не знаю, крайняя маска паровая от Magritte закончилась. Я когда-то, первая мне доставалась в коробочке красоты, мне безумно понравилось. Мы тогда пополам с мамой использовали. А может быть, даже мне две досталось, и одну маме, одну мне, я не помню. Короче, и мне, и маме понравилось, вообще все супер. И потом я в Ашане по 59 рублей за штуку приобрела такую маску. Купила сразу 10 штук, и вот на 4 года мне хватило. То есть я беру в основном в поездку 1-2 штуки. Там написано, что, по-моему, 20 минут. Расслабляющее действие, пара за 10 минут. Ну, в целом, я где-то слышала, что 20 минут держится тепло. На самом деле тепло держится минут 40. Поэтому я в этот раз, мы ехали в поезде вместе с другом, у меня эта маска оставалась, и я ему дала попробовать. Он как-то скептически к этому отнесся, но потом сказал, что да, действительно классно расслабляет, так что очень хорошая штучка. И после я еще немножко посидела с этой маской. Так, вот такая маска закончилась. Это ампульная маска с углем. Ну, в принципе, я особо так прям не впечатлилась, особо ничего прям такого не заметила. Лекало вроде нормальное. Нет, ну что-то там вроде пощипывало, вроде еще что-то. Ну, как бы, наверное, надо сразу вот впечатления свои где-то записывать, но мне лень, так как канал у меня уже давно не косметический. Моя ученица и подруга Тамара дарила мне Skinlight, такие вот патчи. Я их в мае брала в Питер. Они такие, в принципе, гидрогелевые. Ну, действуют процентов, наверное, на 50, они как-то действуют. Так что, в общем-то, неплохо. И еще вот от этого же производителя, просто в Ашане они были по 20 чем-то рублей маски, я взяла на пробу еще вот это. Типа, как там, сейчас скажу, ласточкино гнездо, как-то так вот. Здесь еще много продукта. Здесь, кстати, сыворотка такого белого цвета. Лекало хорошее. И сама сыворотка, я ее сейчас храню в холодильнике и использую. Вообще вот эта маска мне понравилась. Сейчас она в Ашане по 49 рублей, но, возможно, я к ней присмотрюсь. Потому что
эффект я от нее увидела. Ну, во-первых, лицо такое, знаете, отдохнувшее после сразу становится, и на утро я просто обычно такие маски использую вечером. Хотя вообще рекомендуется, наверное, все же больше утром из холодильника. Но дело в том, что утром я, конечно, человек свободный, но все равно утром мне не очень хочется там сидеть, заморачиваться с этим. Мне проще где-то вечерком сделать, а утром я пользуюсь масками в тюбиках. Так вот, чем мне понравилось, еще очень хорошо увлажняет эта маска. Вот. Но мне кажется, что она больше подойдет на зиму, потому что вот сейчас жарко, и я, когда воспользовалась этой маской, остатки так по лицу, ну, хорошенько разнесла, распределила, и я ощущала эту маску. Нет, она не забивает поры у меня, то есть не появилось ни прыщиков, ничего, но вот я ее чувствовала на лице. Такой эффект, хотя нет липкости, то есть никакой липкости не было. Но если и первые минуты было, извините, то достаточно быстро прошло. Не было никакого жирного блеска, то есть это тоже плюс. Но вот когда жарко, ты чувствуешь, что маска есть вот на коже, как бы она, ну как будто кожа что ли не дышит, может быть, не знаю. Но раз я открыла, я использую ее, естественно. Не думаю, что будет что-то плохое, тем более наоборот, я вижу, как вот эффект, как кожа хорошо увлажнена. И, наверное, ее я посоветую, но имейте в виду, что лучше на холодное время года использовать. Вот. Так что я ее сразу отложу в сторону. Хорошая штука. Дальше. В Питер в этот раз я брала вот эти свои любимые патчи. Ну вот я их долго-долго хранила, они уже стали не столь... Ну, я не знаю, может, где-то упаковочка повредилась, но все равно работали также 2 часа до полного истончения вот этих подушечек. Работают они на 100%, то есть полностью отеки убирают. По крайней мере, если не связано это как-то совсем уж с проблемами со здоровьем, то патчи работают потрясающе. Так что буду, наверное, теперь на Алиэкспресс, возможно, заказывать. Но я не пользуюсь ими постоянно. Соблазн такой есть. Но дело в том, что мне моя подруга правильно сказала, что они так хорошо работают, что неизвестно, что туда кладут. А как известно, многие гепариновую мазь, например, используют по глупости чуть ли не на регулярной основе. А этого делать нельзя. Гепариновая мазь – это лекарство. Да, если у вас сильные отеки и вам куда-то надо идти хорошо выглядеть, именно на какое-то мероприятие, ее можно использовать, наверное, разок. Но не каждый раз. Так и вот эти патчи. Попробовала за 15 рублей от Флорисан пузырьковую маску очищающую. Одну пробовала дома, одну взяла в Питер, потому что я была в дороге, а мне нужно было на мероприятие. Что могу сказать? Классная маска. Я ненавижу Флорисан, за редким исключением. У них только крем, по-моему, был после бритья хороший, после депиляции. И было когда-то хорошее массажное масло. Все остальное мне не нравится. Это либо плохо действует на кожу в моем случае, либо какая-то пустышка. Вот это классно пузырится. Мы еще вот эту маску одну использовали пополам с моим другом. Вот. Ну, он как бы просто для интереса, я его уговорила, он чисто, чтобы меня не обижать, наверное. Вот. А мне понравилось. Я не знаю, как там насчет очищает поры. Матирование мне не нужно, но, знаете, это просто легкий массаж, и кожа как-то посвежее выглядит, и я, наверное, покупку буду повторять. Но здесь вообще 15 миллилитров на лицо, как разовая акция, это очень много, нужно вдвоем пользоваться, либо сразу уже на шею, на зону декольте, как-то вот, наверное, так. Покупала на подарок и себе фитосуперфуд манго. Маска для волос восстанавливающая. Вообще классная маска. Шикарный аромат. Это вообще ароматерапия. Прям пахнет очень круто. Ну и в принципе волосы хорошо после выглядят. Объем здесь 20 мл. Могу посоветовать. Брала по акции. В ленте брала вот такие салфетки. 250 штук. Стоили мега бюджетно. Я довольна качеством. Дальше, что тут у меня еще есть? Надо как-то постараться побыстрее. В общем, Ульяна дарила мне
моя подписчица, спасибо и привет. Мыло от Le Petit Marseillais клубничное, вы знаете, потрясающе пахнет, но для меня пахнет земляникой, такой вот лесной, которую собираешь в лесу. Обалденно пахнет, огромное спасибо, это просто удовольствие. Единственное, что я мыло разрезала пополам. Кстати, оно не раскисает и не растрескивается, это вообще плюс, но при этом, когда я его разрезала, оно еще много чего накрошилось. Ну, значит, чего-то все-таки не доложили в мыло, но при этом оно хорошее, оно хорошо пенится, оно хорошо очищает кожу. Как по мне, кожу не сушит. Единственное, что вот когда кусок мыла сухой, он пахнет более ярко. Попадает вода, аромат уменьшается. При нанесении, при размыливании он еще становится меньше. И на руках он совсем-совсем мало остается. Но мыло очень классное. Спасибо. Продолжаю снимать видео о пустых баночках. Значит, так, что я тут еще закончила? От Натуралист. Маска для лица, древесный уголь, желатин и экстракт амлы. Ну, вообще, вы знаете, здесь было 2 сашетки. Когда я ее в 2017 году купила, воспользовалась, маска была жидкая, вся текла, мне не понравилось, и все. И тут я думаю, что нужно все-таки ее как-то использовать. Маска стала более такая густая. Это мне понравилось больше. И, в принципе, лицо такое какое-то свеженькое. Ну, в общем, мне понравилось. На второй раз мне понравилось. Но повторять я вряд ли буду, потому что, знаете, выдерживать несколько лет маску, чтобы она нормально работала, это как-то бред. Ну и к тому же это производитель, он вообще такой средненький, вернее, даже ниже среднего. Брала пасту зубную «Детский жемчуг», комплекс «Волшебные фрукты» от Невской косметики. Брала себе, объем 50 мл, стоила в Ашане 30 с чем-то рублей. Ну, в принципе, использовала. Для меня это прям так стабильно пахнет арбузиком. Вот. На вкус сначала мне паста не понравилась. Она оставляла какой-то мыльный вкус. Я еще даже подумала, что это, наверное, сделано специально для детей, чтобы приучить их хорошо прополаскивать полость рта. Наверное, так, не знаю. Потом я привыкла. Покупать буду или нет, не знаю. Насчет того, что это детская паста, мы вот говорили с моим зубным врачом, что, в принципе, это не имеет никакого значения. Просто детская паста, она имеет, ну, как сказать, взрослая паста, она там больше спектр, да, направленности есть, там осветляющие, еще какие-то. Ну, а с детскими пастами в этом плане все попроще. А основную свою функцию очищения зубов она выполняет прекрасно, и неважно, детские это зубы или взрослые. Абсолютно неважно, как мне врач объяснил, главное чистить как следует. То есть, если взрослый человек возьмет взрослую пасту и почистит там просто пару секунд, никакого хорошего результата не будет. Если почистить как положено зубы, то детская паста тоже подойдет. И он сказал, что в принципе, если мне принципиально, допустим, паста без фтора, то я могу спокойно выбирать и детскую. Кстати, здесь, по-моему, фтор есть. Да и в принципе для разнообразия можно. Дальше. В общем, гигиеническая помада, булочка с корицей, лакомка. Безумно нравятся эти гигиенички, они очень легко наносятся, прям очень нравится, и, конечно, классный аромат. У меня надобность в гигиеничках, ну, вообще нулевая, но этими я пользуюсь с удовольствием, потому что, ну, вкусно пахнет, мне нравится. Носовые платочки от марки «Каждый день», но это как всегда, и по прямому назначению, и для вот моих канцелярских нужд. Мешки для мусора 10 литров 20 штук, вы знаете, я их беру, там овощи, когда чищу, еще что-то, в этом плане хороши. Далее от Знахарь крем для лица с экстрактом женьшеня. Очень мне нравится. Здесь объем 40 мл. Пользуюсь кремом вечером. Уже несколько лет. Ничего плохого не делает. Хуже кожи тоже не становится. Значит, он работает именно просто чисто, знаете, на базовый уход, на поддержание кожи в нормальном состоянии. Как-то так.
Но знаю, что не всем подходит, у кого-то вызывает высыпание, поэтому тут уже все надо пробовать. В моем случае все нормально, но мы все разные, у меня кожа, повторюсь, нормальная. Также мне Тамара дарила пробнички от L'Occitane, значит, шампунь и бальзам по 6 миллилитров. Вот такие пробники, пахнет очень приятно, такие классические ароматы L'Occitane. Единственное, что она мне дарила по 2 пробника, надо было, наверное, их в чистом виде использовать. А я сначала попользовалась чистой линией, а потом второй раз уже вот этим. Ну, шампунь, по крайней мере. И на второй раз все шампуни как бы хорошо пенятся. И я сейчас не смогу сказать, хорошо в целом шампунь пенится или нет. Ну, в общем, да. Вот эти вот еще патчи, они были вот в таких упаковочках. Вот у меня еще упаковка мешки для мусора. Дальше что? Как раз таки вторая вот эта маска пузырьковая, то, что я показывала. Как раз вот одна в Москве, одна была в Питере использована. Далее что? В прошлый раз, когда я была в Питере, я использовала пробник Живанши «Ангел и демон». Тамара мне дарила. Ну, приятненький аромат довольно. Вот. Не сказать, что я прям в восторге, но аромат приятный. Именно как разовая акция попользоваться можно. Но, честно говоря, я использовала на мероприятии, но в итоге перед выходом я еще взяла арабские вот эти духи, которые Шоко Маск. Так, еще мне Тамара дарила от Clarins. Так, что здесь надо? Регенерирующий дневной крем с эффектом сияния для любого типа кожи. Ну вот я тогда тоже, по-моему, им и воспользовалась. Особо так не поняла. Вот честно, не поняла. Еще Тамара дарила мне пробники от Herborian Skin Hero. Крем, короче говоря. У меня есть еще несколько пробников. Вот это я, по-моему, неделю использовала. Плохого точно ничего нет. Но делает ли он что-то прям вау хорошее, тоже не поняла. Мне кажется, что у меня еще есть пробнички. Вот к этой краске бальзам хороший. И так, вот еще у меня одна штучка закончилась. По-моему, здесь было 2 сашетки, они были вместе. И название здесь уже теперь не видно. То ли Галиник, то ли как-то так называется. Я просто вот визуально помню первую букву, а дальше название вот так перед глазами не стоит. Тоже Тамара дарила. Ну, это подтягивающая сыворотка. Ну, вообще, честно говоря, такой кратковременный эффект у нее есть. То есть вот я в мае использовала на мероприятии и использовала как раз вот сейчас, в июне. Ну, в принципе, да, такой легкий кратковременный эффект имеется, но, по-моему, он слишком кратковременный. Поэтому как-то да, пока доедешь, пока то все, и уже эффекта нет. Ну, не знаю, может быть, нужно пользоваться постоянно, тогда будет какой-нибудь накопительный эффект, я не знаю. В общем, это все были пустышки. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, заходите в Инстаграм 3 рыжая 3 Я благодарю вас за просмотр, особенно благодарю тех, кто смотрит через американский VPN. Просто вообще огромная вам благодарность, спасибо вам за поддержку, потому что вам это ничего не стоит, кроме, ну да, пары, может быть, там 1-2 минуты вашего времени дополнительно, но зато для нас это, блогеров, огромная поддержка. Но в любом случае, независимо от этого, я желаю всем здоровья, хорошего настроения, во всем вдохновения и до скорой встречи. Всем пока-пока.